Женщина спрашивает мужчину, далеко ли до деревни? Мужчина отвечает, очень близко. Тут прям через лесок километра 2, я как раз туда иду и могу вас проводить. Ах, не пойду я с вами. А чего же? Да вы в лесу меня прижмете спиной к дереву, поднимете подол и изнасилуете. Да как же я вам подол подниму? У меня и руки-то заняты. Вы же видите, что я тащу наковальню, корзину, живого гуся и 2 куриц. Очень просто. Положите наковальню на землю, на нее посадите гуся, его сверху накройте корзиной, а 2 куриц, так и быть, я вам сама подержу. Всем привет, дорогие друзья! Вещает и транслирует Хакман, вы на канале Хакман Геймс. Продолжаем прохождение Ведьмак 3. Дикая охота, дополнение Кровь и вино. Зарядились немножечко позитивчиком, поехали. Так. Ага. В прошлый раз мы с вами проходили дополнительные миссии. Но немножечко забыли заглянуть к себе домой. Сейчас пойдем заглянем. Сначала лут скинем, что мы там нашли. По-моему, мы там, ничего почти не нашли. Что у нас тут? Не, ну мечи можно сбросить, да. 1700 рублей у нас там. 1000 рублей мы за картину отдали, блин. Жлобу, который нас обманул. Так, точила, кузнец, верстак. Ну давай к этому гроссмейстеру сходим уж. Тяжко на службе с пустым брюхом. Вот он. Сколько, блин, а он теперь спит? Нет, не спит? Не, смотри, не спит. Хорошо. Приветствую! Надеюсь, поиски продвигаются? Да, конечно, продвигается. Покажи мне свои товары. Так. 65 рублей. Ну, это херня. Тут что, мелтих? Огнерожденный. 375 рублей. Но мне все равно лучше. Анферхи. Все продать. Тут ничего не надо. Так, что еще тут можно тебе сбросить? А, тут рядом вот эту вот херню. Банк Вивальди в Новиграде. Банк Вивальди в Новиграде. Слетать в Новиград. Бывай. Удачи на пути! Банк Вивальди в Новиграде. Так, пойдем сейчас еще вот тут Сохранять спокойствие! скинем. Безобразие не учиняй! Товаров Это не всё найдешь нормально. во всем, Тусень. Приветствую, проходите. Лучшие товары по лучшим ценам. Это великолепно. Покажи, Такс. что там у тебя. Так, ага. Нельзя продать трофей. 15% дополнительного золота, ни хрена себе. 15%, это классно. Так, картина. Ну, это нам не надо. Вот что вот это вот всякое говно скинем. Альбом для набросков. Так, а где тут? Ага. Так, это предмет необходимый для задания. Что-то тут дохера что необходимо для заданий. Какая уже тут? Медвежья шкура, серебряные приборы.
Стойка Режинальда. Почти 5000 у нас. Так, ну чё, погнали. Краска для доспехов. А может что-нибудь покрасить? Бывай. Я поставщик двора ее княжеской милости. Это великолепно. Так, а что мы можем покрасить? Мгм. Синий, красный. Блин, какой придурок. Ну, это все получается красить, да? Не знаю. Оранжевая краска. Не, пусть как есть. Тут хотя бы как-то все рационально. Продавать эту краску нафиг. Реликвия. О, кстати, можно продать ее нахер. Да давай продадим, нахер нам не нужно. Приветствую. Покажи. Покажи, что там у тебя. Так, растворитель, да? О, 9400. Вот это ништяк. Бывай. Лучших товаров не найдешь во всем Тусенте. Такс. Ну, погнали теперь домой. И тут поближе-то ворота. Плетью обуха не перешибешь. Садись, выпей. Геральта. Картину сейчас там и повесим. Так, ну и что ты тут сделал у нас? Где сады? Семирамиды. Не, ну что-то тут украшен, но окна прям мне не нравятся. К услугам вашей милости. Чем могу служить? Мне здесь и правда начинает нравиться. Продолжим наш ремонт? Как ты думаешь, Базиль? Как пожелает ваша милость. Хотите осмотреть дом или подворье? Так, дом, что там? Если вложить в этот дом немного денег, он станет более пригодным для жизни. Всецело согласен с вашей милостью. Так, стойка для оружия, кровать для доспехов, гостевая комната. Я тут думал о комнате для гостей. Не то чтобы я ждал гостей, но... О, это не имеет значения. Комната
Подождите-ка, я же что-то уже делал, правильно? Я должен это обдумать. Понимаю. Как говорила уважаемая госпожа Бельги, Так, стойки для доспехов, стойка для оружия, хорошая кровать. Давай вернемся к этому разговору позже. разумеется. Так, картины, да? О. Отлично. И ты всякие. К услугам вашей милости. Чем? Мне здесь и Как пожелает ваш... Горе. Что-то меня затянул этот ремонт. Разумеется, ваша милость... Так, конюшня, травы. Давай траву посадим. Видишь ли, иногда мне нужно... О, так ведь... Строим сад. Хорошая мысль. Разведение редких трав сэкономит мне массу времени. Не придется их разыскивать. Это желание вашей милости. Я лишь скромный исполнитель вашей воли. Думаю, через 2 дня мы могли бы посеять первые травы. Отлично. Чем еще могу вам служить? Так, давай конюшню Лотва, пускай. моя лошадь, ты ее видел. Мы вместе через многое прошли, и раз уж у меня появился настоящий дом, то и она того заслуживает. О, хорошая конюшня – признак доброго хозяина. Как только вы распорядитесь, я сейчас же велю начать работы. Лотва заслуживает лучшего. Надо отремонтировать конюшню. Бонус к Я выносливости, это немедленно отлично. приступаю к работе. Наем работников и весь ремонт займут, наверное, 2 дня. Чем еще могу вам служить? Так, Если вложить в этот дом немного денег. Всецело. гостевая комната. Я тут думала... О, это не... Да, чем... Сразу видно... Что-нибудь еще? Стойки для доспехов, стойка для оружия. На пути мне... Совершенно верно. 2 дополнительные стойки. Да, только убедись, что они сделаны на совесть и не рухнут. Само Мгм. собой, разумеется, ваша милость. Нет ничего хуже прекрасного доспеха на дурной стойке. Завтра в это же время они уже прибудут в Корво-Бьянко. Отлично. Что-нибудь еще, что я мог бы для вас сделать? Давай еще стойку Мне для бы оружия. пригодилась еще одна стойка для оружия. Мне есть что выставить. Я знаю в городе столярную мастерскую, где из обычного дерева делают истинные шедевры. Как только распорядитесь, я тут же сделаю заказ. Ладно, закажи пару стоек. Сию минуту. Полагаю, доставка займет не более суток. Что-нибудь еще, что я мог бы для вас сделать? Давай последнее. Я вот думаю, не купить ли кровать поудобнее. Прекрасная мысль. При вашем роде занятий отдых – вопрос чрезвычайно важный. Скажите, и я тут же закажу ложе в мастерской, которая поставляет мебель княжескому двору. Давай. Хорошо. Закажи мне кровать. Думаю, в моем возрасте уже пора. Без всяческого сомнения. Я сей же час отправлю гонца. Завтра в это же время кровать будет на месте. Отлично. Что-нибудь еще, что я мог бы для вас сделать? Да все. Пока все. Благодарю. Так, что, задание «Дом, милый дом» закончили. Такс. Ну что ж. Теперь... Куда мы идем? Задание. Так, сокровища.
Так, тайны исчезнувшей ложки. Тюремный эксперимент. Давай ложку сначала. Хозяйку фазанерии о таинственной ложке. Куда там нам надо рулить? Ага. Главный рынок. Погнали. Святой Лебеда. Настоящий. Блин, ну художник, конечно, подставил меня этим своим рисунком. Да еще и за 5000 его выкупать. Козел. Даже у такого сказочного княжества, как Тусе. Ой, Так, суп! и туда, О, да? боги! Ага. Кто какая дамочка, Милостивая интересно. княгиня, Сол. Эй, ноги вытирайте. А во время еды не чавкайте. Руками не ешьте. У вас ложка есть. И ножом в зубах не ковыряться. Понял, все. Что? Беру свои слова Да обратно. шучу я. Вижу, вы человек приличный. Добро пожаловать в Фазанерию, лучшую таверну княжества. А может и ничего, раз она шутит. А для чего используют вот такие ложки? Странная какая. Похожими полагается бульон есть. Или это какой-то ключ? Здесь надпись. Да, она меня сюда и привела. Не знаешь, случайно, от чего этот ключ? Впервые его вижу. Но вы в подвал загляните. От прошлого хозяина там столько дребедений осталось. Подвал. А чем сегодня у тебя кормят? Так, давай пивасик сейчас скинем. Что-то еще. Мед нет, мед мы оставим. Пища. Бутылка воды и уксус. Увидимся. Ешьте, пейте и радуйтесь. Так речет лебеда. Сердце не вмещает такой красоты. Ого. Смотри, она меня пускает себе в подвал. Я тут запасся. О, непорядок тут ничего. Ой, я сейчас ежи продам. Хер на меня. Старый памфлет. Наверное, книга Горлума Луи Серкиса. Стоп. Горлум Луи Серкис. Энди Серкис сыграл Голлума во «Властелине колец». Это отсылочка какая-то, наверное. Отыскать мастерскую Гортона, найти сокровища. Добро пожаловать в Фазане. А чем? Так, ну смотри, я у тебя там бухло нашел. Перцовка. Что это еще? Зелье из стерлина. Ну и все, наверное.
Увидимся. Ух ты, это кому-то накрыли тут что-то даже. Не в ту дверь я зашел, да? О, ведьма! Ведьмак, ведьмак. А что ты тут делаешь? Приветствую. Так. Че, погнали? Эй, Геральт! Геральт из Ривии! Подойдите, прошу вас. Представляешь, я записалась на стрижку к Жанну Луи Людовику. Давай Прихожу, потом. а там никого. Потом, да, вот тут доступные задания есть. Так, нам сюда. Хозяйство Базан. Столько работы, а меня что-то ломает. Полетели. Но! Чего ты? Нормально, тут все надежно. Ой-ой, какой туман странный. Как туда зайти? Так, давай-ка сохранимся. Блин. Значит, наверное, не тут войти надо. Искать мастерскую. Опа-на. Отлично. Рецепт трансмутации синий в красный. И чё? Что где-то вот тут? Вот здесь вот может быть, да? Ага. Кто тут живет, что ли? И чё? Нифига себе. Рецепт пасты Этуаль Бланш. Дневник садовника Квайля. Ну, короче, все, сокровища я нашел, получается, да? Вот так, тут куча всяких ингредиентов. Это хорошо. Не придется их потом искать.
Так, что, полетели Покажи, дальше? что умеешь. Так. Э, Покончим с этим. вот и все. То летают тут. Руины святилища богини Дуламбей какой-то. Так, идем дальше. Тюремный эксперимент. Найти сокровище. Пошла. Сначала мы доедем до ближайшей точки. Тут ничего нет. Ну, туда же, хозяйство Базан, куда еще? Ну-ка. Ну чё ты? Вот, отлично все, а ты? Чё-то я проморгал малость, да. Так, тут я не был, да? Руины крепости Астра. А это что-то гнездо чудовищ. Погнали сюда. Заодно, может, гнезда чудовищ как раз убьем. Вот, метка спрятанное сокровище. И всего. И где тут какое сокровище было спрятано? Бухло, что ли? Нет, это все барахло, оно пригождается. Дневник самоубийцы. Страдания юного Франсуа. Наверняка это не сюда, а не здесь где-нибудь. Закрыто. Что за страдания юного Франсуа? Вот. Найти ценности. Куда идти? Тут недалеко вроде, да? О. А пойдем посмотрим. Матушки, что-то у меня в ходулях ломит. Все? Это все?
Все задания? Класс. Че взял-то я там? Тюремный эксперимент по-прежнему режим. Пойдем сюда сначала. Чудовищ побьем. Кто там? Медведь. Покажи, что умеешь. Вот и все. Медведь закончился. Давай ласточку. Херней какой-то занимаюсь тут. У меня куча этих эликсиров есть, а я что-то херней страдаю. Так, сохранимся. Стоп, а я чудовищ побил или нет? Блин, я их пропустил. Пойдем чудовищ сначала зарубим. Да, я что-то с этим медведем немножко подзабыл. Сейчас. Опять эти скалопендры. А. Иди Ух ты. сюда. Ну давай. Покончим с этим. Ну что к тебе? Слушай, вы заколебали. Часово. Есть. Иди сюда. Это все. О, угло. Такая, надо гнездо их вроде убрать, нет? Ну, значит, все. Пошли. Тюремный эксперимент, найти сокровища. Сокровища это хорошо, это деньги. Деньги нам нужны. Тем более мы вон на свою квартирку потратились. Сука.
Так. Есть еще один. Где-то еще один был. Ну, сколько мне еще ждать? Все. Так, где тут должны быть сокровища? Сейчас будем искать. Записки приговоренного к смерти. А я ж тут был, кстати. Я же здесь был. Вот тут какие-то. Да, полный тюремный эксперимент. Так, служебные рекомендации. Вспоминать библиотеку. Это все читать замучаешься. Без слова. Штаны баклерского капитана гвардии. Все, да? Получается. Ага. Еще куда идем? Так, сокровища все. Доп. Задания. По стопам пророка Лебеды. 4-я группа. Погнали. Блин, далеко пилить. Давай пойдем по вот этим вот неизвестным местам сходим. Что там хрен его знает. А мы сходим. Что там за неизвестные места? Пойдем проверим. Тут походу пещера, да? А? Рассадник чудовищ. Помогите! Иду. Ты кто? Что происходит? Чудовище! Чудовище в пещере! Мы убежали, а Гюго остался внутри. Гюго? Наш брат, он остался там! Помоги нам, найди его! Мы тебя наградим! Да пошли сразу. Ладно, я поищу его. А вы двое ждите тут. Братская любовь. Он погибнет, если мы ему не поможем! Помоги нашему брату. Пожалуйста. Мы тебя наградим. Ну а чё, сразу торговаться, что ли? Там... Надо же спасти. Кикимора. Гнусный же. Отлично. Так. Это какое-то слабенькое задание, походу, я с ним много не получу. Да. А где брат ихний?
Про... Стоп, что такое? Следы крови. Гюго может быть ранен. На клинке свежая кровь. Это меч Гюго? Тепло и сыро. Кикиморы любят, когда попрохладнее. Наверное, поэтому они держатся подальше. Опа. Ты Гюго? Меня прислали твои братья. Фу ты, сволочи, негодяи, ублюдки. Чё, сперва бросились на меня, а как не справились, то прислали разбойника, чтобы он закончил дело. Ты о чем? Я встретил их у входа, они говорили, что на вас напали чудовища, а ты остался внутри. Просили, чтобы я тебе помог. Вот они, значит, как. Сволочи лживые. Это их очередная уловка. Погоди, давай помедленней. Что произошло? Меня зовут Гюго Монар. Мой отец, Виктор Монар, был знаменитым производителем коньяка. Мы с братьями вечно ругались, кто из нас продолжит семейное дело. Вот отец и решил нас сдружить. Надеялся, если мы вместе поработаем, то и помиримся. Разобрал свой дистиллятор на части и 3 из них спрятал. И каждому сказал, где спрятана одна часть. Ну вот, когда мои братья узнали, что последняя, моя, деталь, где-то здесь, то решили, что я им больше не нужен. И собрались вывести меня из игры. Мы начали ссориться, потом драться. На шум собрались чудовища. Братья сбежали, а я помчался вглубь пещеры. Что с твоей деталью-то? Ты ее нашел? Нет, но она где-то в пещере. Возможно, на дне какого-нибудь озера. Мне неловко об этом просить, но я ранен. И ты не мог бы ее для меня достать. Хорошо, я помогу тебе. Только вот я не смогу заплатить много. Догадываюсь. Но когда начнешь выпускать коньяк, дашь мне скидку. Это я могу тебе обещать. Жди здесь. Вон она как обернулась. Ты смотри-ка. Братья называется. Ага, тут я всех побил, а озеро вот здесь. Значит, вот тут. Холера, горячо. Как бы не обжечься. Нужна какая-то защита. Может, Квен попробовать? Интересно.
Так. Вот недостающая деталь. Твой отец и правда хорошо ее спрятал. О, это великолепно. Прошу, вот твоя награда. Здесь немного, но обещаю. Когда я открою таверну, получишь персональную скидку. Ловлю на слове. А теперь пойдем. Твои братья наверняка беспокоятся. Погоди, видишь? Это мои братья. Привели с собой каких-то головорезов. Поджидают меня. Этого мы еще не знаем. Ты хочешь сказать, что они случайно оказались тут целой бандой? Да еще и при оружии. Они хотят меня убить и забрать у меня последнюю деталь дистиллятора. Спаси меня. Пожалуйста. Убей их, пока они меня не прикончили. Ты хочешь, чтобы я убил твоих братьев? Ну, их-то может и нет. Но тех головорезов наверняка. А братьев, ну, я не знаю. Может их просто обезвредить. Так что будешь меня защищать? Похоже, у меня нет выбора. 100 крат тебя благодарю. Я здесь подожду. Что, они сразу убивать меня будут? Ведьмак, что ты творишь? Учу вас братской любви. Он сошел с ума! Держите его! Вали его! Сейчас у него жопа треснет! Навались! Хорошего понемножку. Святой Лепеда! Ах ты паскуда! Это ты убил Лота полуэльфа! Что, драться расхотелось? Быстрее! Быстрее! Избавься от них. Они хотят моей смерти. Не сомневайся, они подонки, они негодяи. Избавься от них. Убил, что я всех? И по заслугам им, подлецам. Может, у них не было злых намерений? Ну да, не верю. Ими овладела алчность. Эти подонки пошли бы на все, чтобы отобрать у меня последнюю деталь. Ну, потом. Ты же их не убил. А скоро они очухаются. Но такого урока им на всю жизнь хватит. Что будешь делать? Не знаю. Восстановить дистиллятор отца теперь не выйдет. Так что я, наверное, открою скромную корчму на рынке. Стану продавать вино. А может, просто взять и уехать отсюда? Не знаю, там будет видно. Так или иначе, спасибо, что помог мне с братьями. Я этого не забуду. Ну, пойдем тогда. Пора расставаться. Удачи тебе, что бы ты ни задумал. Спасибо, ведьмак. До свидания. Даже с братьями слова не сказал.
Так, очки умений доступны, да? Тут ж... Детская любовь. Меч. Ага. Все, отлично. Тут разобрались. Пойдем дальше. Сюда. Куда мне интерфейс делся? Ага. Ну, гарпи. Все. Где-то что-то внизу. Пещера, может, какая-то. Вон еще летают. О, метка куда делась? Типа я пришел и все. Ну давай! Так, а где тут чего-то? Я понимаю, тут какая-то пещера должна быть. Лети сюда. Где-то какая-то должна быть пещера. И ее искать хрен его знает. Пантеры. Медитировать можно, нет?
Где что тут должно быть, непонятно. О, ага. Тут, блин, ничего. Я пока ничего не вижу, что могло бы пролить свет на то, куда надо идти. Вот здесь. И чё? Куда я должен идти? Где вход? Ладно, не будем тут ехать искать, пойдем дальше. Сейчас хоп, там такая же херня. Где вход? Понял, тут я уже был, короче. Идем дальше. Нет, значит нет. Пойдем сюда. В более, так сказать, приземленную обстановку. Может, потом найду. Но пока я ничего не вижу, куда можно было тут влезть. Такие домишки. Так. Тут медузы опять плавают. Гнездо чудовищ. Что, драться расхотелось? Один. Два. Три. Все. Так. Где тут что? Гнездо-то оно гнездом, но я же должен куда-то зайти, наверное. Но... Ну и что с этим гнездом делать?
Тут ничего. Раз тут были люди, и все. Как ты же должен открыть, нет? Здесь гнездятся гарпии. А. Отлично. Записки Самуэля Айде. Задание никакое не дал. Ну, значит, не дал. Не дал, так не дал. Дальше что? Сюда идем. Три часа почти. Что такое? Так как хочется. Здрасте вам, сударь-ведьмак. Привет. Вы ж тот самый ведьмак, верно? Которого княгиня призвала. И никак иначе. А ты, если я правильно понимаю, чего-то от меня хочешь? А, вы словно мысли мои читаете. Ну, тут вот такое дело. Эти пещеры в самый раз подошли бы для склада. Сухие, просторные. Только там поселилась какая-то тварь. Ох, ясновидец! Боги-свидетели, ясновидец! Так что, поможете нам? Поблодовы. Может, помогу, а может и нет. Сперва обсудим цену. Блин, опять нищие. Ладно, пускай так. Я этим займусь. Разумеется, не бесплатно. Так, Сейчас заказ ему на жопу дел медом этих намажу. ребят. Принеси, подай, поди вот. Так, давай-ка сохраним. Кто там появился у нас? Скалопендр, что ли? Привет. Давай, иди сюда. Ну, сколько мне еще ждать? Всё. Отлично. Блин, пещерка не маленькая. Ящик есть, а ничего в нем нет. Понял. Под склад они хотят, видите ли. Все.
Ну все и все, пошли. Труп сами уберете, правильно? Ну, и как? Готово. В пещере жил Шарлей, и он уже никого не тронет. Превосходно! Я получу склад, а вы мою признательность. Деньги давай. 230 крон. Что у тебя есть на продажу? Так. Сюда. Увидимся. Так, а что мне там задание-то? Заказ винодела в Коте Хребет. Иди сюда, прыгай на колени. Ну иди сюда, покажу тебе. Ну? А мне не больно, да? Чё тебе там больно? Отлично. Что там еще? Все, да, получается? Только вот тут я ничего не нашел. 2 пещеры еще есть. Погнали по пещеркам, еще пошляемся. По пещеркам. Так, дом, милый дом. Больше стоит для брони появилось. Это хорошо. Сейчас кто-то тут вылезет. Стоп, а это обезьяны пещера-то, да? Я ж тут был. Которых там краску отжимали. Все получается? Все пещеры? Ну и все. Это все. Погнали тогда. Ну ладно. Чуть-чуть упал. Всего лишь. Служба не дружба, а, ведьмак? Не в службу, а в дружбу. Так, куда там нам надо рулить? Сюда. Руины дворца Галеон.
Что там? Волки. Волки, хрен с ними интересно. Биться. Ну что ж, как О. угодно. Вот у нас. Оу. Письмо матери. Королевство Севера. Что, драться расхотелось? Тут мамка должна быть. Хорошо. Не, лут прям много стало. Я прям вот смотрю. Очень много стало лута. Ну, тем хорошо. Сдохни! Ну давай! Яйца Кикимор. Надо их сжечь к сучьей матери. Да-да, сейчас сожгем. Так, что нам тут надо? Нам тут надо... Вот ента. Что, не? А, стоп. Ага. Все. Значит, здесь закончили свой путь пропавшие работники. Какие пропавшие работники? Нехорошо. Это что такое? Четвертая группа. А, я все сделал, да, получается? Я тут пришел туда, куда надо. Ага, все. Что это такое? Сокровища под охраной. Пойдем посмотрим. Какие сокровища под какой охраной? Не, может я уже все там убился. А, все понял вас. Так, ну чё? Дополнительное задание, равновесие в природе. Давай вот это еще. Но! Куда там нам надо бежать? О, да тут рядом. Эпическая фактория. Когда рядом, это отлично. Придержи.
Тихо, 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 ты чё? Я ж не тебя поджег. Я хотел поджечь вот эту херню. Так что спокойно, спокойнее, Латвишка. Тут, походу, тоже, наверное, был. Или нет? Чешуйка, необычный цвет, серебристый. Впервые такое вижу. Новый кикимора. Следы борьбы, четкие отпечатки лап чудовища появляются сразу здесь. Значит, нападение было с воздуха. Нет. Мужчина истек кровью. Рану нанесло какое-то крупное существо, это видно по следам когтей. Горло разорвано крупными зубами. Должно быть драконит. Может, Василиск? Только вот следы странные. У всех видов, какие я знаю, они чуть-чуть другие. Советую держаться отсюда подальше. Опасно здесь. Похоже, где-то рядом гнездится Василиск. Именно так. С гордостью сообщаю, что именно он тут и гнездится. И я лично за ним присматриваю. Присматриваешь? Это же не зверюшка домашняя. Этот Василиск убивает людей. Я попрошу, если на его территорию не заходить, никого он не убивает. Это ты повесил объявление? Да, я развешиваю их, чтобы никто не пострадал. Но кто-то пострадал. Тут труп, совсем свежий. Купец, наверное. Я как раз сегодня узнал, что двое купцов, несмотря на все предупреждения, выбрали этот путь. Я спешил их предостеречь, но опоздал. Я уже обо всем распорядился. Мои слуги заберут тело и передадут семье вместе с солидной компенсацией. Так говоришь, это последний Василиск? Откуда ты это знаешь? Последний представитель этого вида. Прежде их было куда больше, но они вымерли, когда выкорчевали буковые леса. То есть ты считаешь, что есть прямая связь между буковыми лесами и Василисками? Опосредованная есть. В буковых лесах водились серны, а те служили основной пищей Василискам. Когда серны исчезли, они переключились на людей, и тогда появились ведьмаки. И вот осталась единственная, последняя особь — самка. Еще в прошлом году их было двое, но партнер Иокасты погиб. Иокасты? Это ее имя. Мой отец назвал ее так в честь своей покойной матери. Иокаста тогда высиживала 2 яйца, но когда самец погиб, она, к сожалению, выбросила их из гнезда. Ты платишь деньги семьям жертв. Почему? Потому что эти земли были пожалованы моему роду еще княгиней Адемартой. За их границами Василиск никого не убивает и вреда никому не причиняет. Если только его не спровоцировать. А если что происходит, весь ущерб покрываю я из собственной казны. Мужей и сыновей, разорванных чудовищем, ты тоже возвращаешь из собственной казны? Этого я, разумеется, сделать не могу. Но я выплачиваю щедрое возмещение. Прошлым летом вдова Шорника получила от меня 800 крон. Семья несчастного купца тоже не останется в обиде. Вот такой вообще. Кто ты, собственно, такой? И откуда такой интерес к чудищу? Граф Борис, к вашим услугам. Борис. Этот вид — гербовое животное нашей фамилии. Род Дис Альварес веками носит Регулюс платинум.
Семейное предание гласит, что основателя нашего рода ребенком на пожаре спасла самка Василиска, забрала его к себе в гнездо и выкормила как собственное дитя. Чепуха. Разумеется, но прекрасная. Ты знаешь, где гнездится этот Василиск? Конечно, знаю. Но вы же не думаете, что я вам скажу? Эти мечи у вас не для забавы, и я знаю, чего от вас ждать. Я и сам его найду. У него очень характерные следы. И второе тело поищу. Ты говорил, что купцов было двое. Серебряный Василиск. Ну-ка, он может еще что-нибудь скажет? Страшная смерть. Вот бедолага. Так, вот тут что-то есть. Бочки разбиты, похоже, в них и был танин. Его используют при дублении кож. Чудовище разбило бочки, вот отсюда запах на чешуе. Якаста очень любопытна. Ее привлекают любые сильные запахи. Должно быть, это бочки приманили ее к обозу. Следы ядовитой слюны, разбитые бочки. Скорее всего, вторую жертву Василиск настиг где-то здесь. Во всяком случае, теперь я смогу выследить чудовище по запаху яда и танина. Зачем ее выслеживать? Якаста под охраной. Если она погибнет, природное равновесие этого места будет надолго нарушено, и последствия окажутся непредсказуемыми. Просто не надо ее провоцировать. Не причиняйте ей вреда, и она вас не тронет. Я всегда подозревал, что они специально подманивают Василиска, чтобы он уничтожал товары, а потом требуют возмещения. Вот, значит, когда. Не, ну я склонен ему поверить. Почему? Потому что агрессии никакой у него нет, он объясняет нормально. А эти, возможно, они сами действительно, возможно, они сами спровоцировали. Так что все может быть. Он за мной, что ли, идет? Запах очень слабый. Скорее всего, Василиск поднялся высоко в воздух. Следы крови очень четкие. А, ну может хоть этого спасти можно. Снова отчетливый запах. В пещере, может, что? Где запах-то? А, вот он. Как я и думал, вторая жертва. Повреждений мало. Василиск, должно быть, нес его в гнездо, чтобы съесть позже, но почему-то выронил. Интересно, почему? В ответ на твой вопрос о предполагаемой перевозке бочек с дубильной кислотой подтверждаю, официальный маршрут согласован с гильдией. Все еще проходит через земли графа Дисальвареса. Совет не видит причин отклоняться от обычного маршрута. Граф обязан возместить весь возможный ущерб, причиненный белым ужасом. Поэтому даже в случае полного уничтожения груза гильдия убытков не понесет. Ну да, ну да. Согласен, что тут
Специально провоцирует. Я что-то слышу, но это не Василиск. Человеческие голоса. Опа-на. И то столько брони. Затор! Кривой! Готовьте инструмент! Чудище где-то бродит. Надо его будет приманить. Ни хрена себе какой этот. А ты кто такой? Собственно, хотел спросить то же самое. Рубайлами нас зовут. Фашист какой-то. Рубайлы? Случайно не из Кринфрида родом? Именно что? А ты откуда знаешь? Ты что за птица? Геральт из Ривии, я ведьмак. Знаю ваших собратьев по ремеслу. Богальта, Живодера, Нищуку и Мелкого. А, ведьмак. Богольд мне о тебе рассказывал. Ты вроде мечом неплохо машешь. Профессионал. Добро. Сделаем так. Пойдем на гадов пятером. Бестия должно быть страшно ядовитое. Вот он идет. Нам лишние руки не помешают. А награду мы уже от гильдии приняли. Так поделим по справедливости. Ну как, уговор? Господа, что я слышу? Вы собираетесь убить Иокасту? Этого быть не может. Это создание под моей охраной. Если дело в награде гильдии, то я заплачу. Заплачу двойную цену. Вы не можете убить последнего представителя вымирающего вида. Заплатишь, значит? За то, чтоб мы ничего не делали? Вот это новость. Ну что скажешь, сударь-профессионал? Я слыхал, эта бестия уже 5 сожрала. Два. Мы не будем убивать этого Василиска. Ведьмак, защитник чудовищ. Видали, мужики, какое диво? Эх, не будем сегодня рубать гада. Но ты что-то там о деньгах вроде говорил. Говорил, и слово свое сдержу. Твоя доля, ведьмак. Самая плевая работа за всю мою жизнь. Ну, Бывай, нифига ведьмак. себе. Забавно было с тобой поработать. Бывайте, мужики. Спасибо вам, что пощадили Иокасту. Я постараюсь, чтобы она никого больше не съела. В этот раз старайся получше, чтобы больше никто тут не шлялся. Так и сделаю. Я бы хотел дать вам еще чисто символическую сумму за спасение Иокасты. Если бы не вы, Рубайлы бы ее убили. Ну что, пусть даст. Спасибо. Иокаста улетела. Почуяла, что гнездо в опасности. Думаю, она скоро вернется. Обязательно. Она всегда возвращается. Я даже догадываюсь, куда она полетела. Я выяснил, что она нашла себе нового партнера. Правда, это обычный Василиск, не серебряный. Но вдруг из этого что-нибудь получится. Может, Иокаста отложит новые яйца, и возникнет новый вид? Лучше не надо. Прощай. Так, равновесие в природе, задание выполнено. Не, ну а что, действительно, если тут все предупреждались. Помочь строителям. Что там за... Я, по-моему, тут уже был, да? Да. И помогал. Так, кулачный бой.
Ну все получается. Поговорит с дворецким о Корво Бьянка. Так, где тут мне доскакать? Моя лошадушка. Полетели. Тут мы все сделали, что нужно. Поточили. Погнали отсюда. Домой. По идее, он там все должен сделать. Ух ты, тут конюшня. Нифига себе, тут и расписали-то, смотри. Красотень. Чтоб их так к работе тянуло, как к танцам и к рюмке. А где сады? От работы кони дохнут. Садов что-то не вижу. Или вот это вот сады. Да что ты, возьмак! Какой возьмак. Не, ну смотри. Стал явно лучше. Конечно, прям хороший. Как идут ремонтные работы? Я с радостью хочу известить вас об окончании работ. Теперь ваша милость может в полной мере насладиться всеми благами своей винодельни. Отлично. Прошу прощения за дерзость, ваша милость, но поскольку все работы в Корво-Бьянко успешно завершены и поместье выглядит прекраснее, чем когда-либо, не пришло ли время отпраздновать? Давай, а чё нет? Почему бы нет? При уборке перед ремонтом я обнаружил бутылку сепремента, урожая 1250 года. Не знаю, каким чудом она здесь уцелела, но сегодня есть повод ее откупорить. И тогда он ринулся в толпу с горящим букетом в руке. Все решили, что это часть представления, и только смеялись, даже когда вспыхнули декорации. И только когда запылала борода барона Морховкина, кто-то понял, что что-то не так, и стали тушить пожар. Похоже, Балю с Ниной устраивали тут балы по высшему разряду. Так оно и было. В этом отношении барон Россель был куда сдержаннее. А скажи-ка мне, Варнава Базиль, как обстоят дела с вином? Будем делать вино в этом году? В данный момент это, к сожалению, невозможно. Прошлой осенью грибок убил всю лозу. Барон Россель приказал посадить новый виноградник, но пройдет время, пока он начнет плодоносить. Если только снова не заболеет. Жалко. А то сепремента просто замечательная. Правда? Тогда позволю себе долить вина в ваш кубок. Спасибо.
Так. Все сделано, дом, милый дом. Отлично. Пойдем посмотрим. Он бухой, дворецкий. История Корво Бьянка. Так, что мне там за кровать-то дал? Ну-ка покажи. Ух ты. Вот это ништяк, нормально так. Нет предметов, которые можно было бы тут разместить. Так, у меня там куча мечей. Сейчас какие-нибудь стойка для доспехов. Тусанского рыцаря. $800, 500. Тусанского рыцаря. Да давай что-нибудь уж повесим. Турнирный доспех Тусанского рыцаря. Угу. Боклерский капитан гвардии. Все нормально, пускай доспехи стоят. Блин, чувствую себя в игре Sims. Неплохо такая гостевая комната, или это не она? Ну, красиво, чё. Мелких. Доспехов. Так. Дневник Баро. Вот это гостевая комната получается. Повесить нечего. Ну ладно. И так сойдет. Погнали. Логово бестии. Недалеко. В долг не любим и не жди. Нет наличных, уходи. С ведьмаками не работаем. Так, у тебя голос У тебя грубый. должно быть писька болит. Башка и зубов половина. С ведьмаками не работаем. Не очень-то и Птички хотелось. ночью не работают. Лучше вернусь днем. Наверное, уже в парке. Прейскурант. И снег и в холод, и в ненасти ботиночки сияют счастьем.
8 утра, значит, надо, да? Так, 3 очка умений необходимо. Чувствительность к магии. Ну и как ты это объяснишь? Неважно, льет или солнце печет всю неделю, а тут всегда грязи по щиколотку. А я тут при чем? Погоды у нас в Баклере такие. Я тебе дам погоды. Это ты каждое утро помои выливаешь. Здесь и перед нашей мастерской. А люди себе обувку пачкают и к тебе чиститься приходят. Любезный, это ж заговор какой-то получается. Сейчас я тебе жопу ремнем заговорю. А ну пойди сюда. Оставьте его. А ты кто такой? Ведьмак. И идите-ка вы, откуда пришли. Я думал, ведьмаки от чудовищ защищают, а не пройдох охраняют. Мне с ним поговорить надо. Болтай сколько хочешь. Только сперва мы с него шкуру спустим. Отвали! Так не пойдет. Тогда милости просим. Можем и тебе по случаю люлей Ну, выписать. это ваша ошибка, конечно. Кровь! Кровь! Ноги тебе переломаем, приблуда. Обходи его, обходи! Будешь знать, как пройдохам помогать. Черт. Что это значит? Что тут за драка? Кто зачинщик? Я выслеживаю бестию по поручению княгини. А, да, что-то слышал такое. А эти здесь кто такие? Ничего особенного, так, недоразумение. Мы уже разобрались. Угу, понимаю. Протеже княгини мы трогать не станем, а вот этих... С ними другое дело. Пойдете с нами. Посидите в камере, в другой раз чудить расхочется. А, проиграл-то. Идем. Может, так и должно быть? А вы, однако, умеете махать лапами. Работу часом не ищете? У нас был бы хороший дуэт. Да, как ты себе это представляешь? Да приотличнейше. Я бы своим делом занимался, а вы стояли бы на страже. Ну и потом, вы сильнее меня, так что с утра носили бы помои, помогали бы грязь развозить. Значит, правы были мужики, которые хотели тебе люлей прописать. Жить-то как-то надо. Ну, так что, по рукам, уважаемый? Я подумаю. Интересует меня один человек. Сейчас. До разговоров милости просим на креслице. У меня чистая обувь. В этом городе ни у кого нет чистой обуви. Разве что кто-то только что вышел от меня. Прошу. Да давай подсадим, ну заплатим там 10 крон или сколько там он просит. Ну, то каком вы хотели спросить? Об одном твоем клиенте. Высокий, в хорошем черном сюртуке, не местный. Чужеземец? Что-то припоминаю. Вот козел, а? Скромная сумма могла бы освежить мне память. Сколько? Ну, скажем, 500 крон. Чего? Да ты с ума сошел. На что тебе столько денег? Да я вот дело хочу расширить. Понимаете, будку хочу с большой вывеской. И новый ящик, ваксу, щетки. А если денег хватит, еще в прачечную вложусь. Тогда за грязную воду платить не придется. Я вижу, ты уже все спланировал.
А как же? Теперь осталось только денег найти. Блин, а у меня нет второго уровня ман, да? Ну хорошо. Может, как-нибудь договоримся? Ну и ладно, хрен с ним, пускай забирает эти 500 крон свои. Вот видишь, я знал, что мы договоримся. Будь по-твоему, настолько я согласен. Премного благодарен. Я этого не забуду. Ну, давайте к делу. Дядьку, которого вы ищете, я знаю. А вот как зовут, нет. Но он раз в пару дней заходит. Он всегда добрый, платит больше нужного. Знаешь, где его найти? Нет, но вы погуляйте тут. Вдруг он появится. У меня нет на это времени. Ты точно не знаешь, где его искать? Может, помнишь, откуда он приходит? Я когда обувку чищу, по сторонам не пялюсь. Кто куда идет, не смотрю. Я смотрю, у вас дела не очень. О, а вот и ты. Тебе лучше? Да, благодарю. Воздух местных некрополей для меня крайне благоприятен. Теперь позволь, я задам правильный вопрос. Видишь эту бутылочку, мальчик? Стоит добавить одну каплю в ваксу, и даже самый грязный башмак будет сиять, как купол собора Святого Лебеды. С ней ты без труда будешь чистить в 3 раза больше башмаков и получать больше денег. Она твоя, если скажешь, где живет человек, которого мы ищем. Ну, а вы ему ничего плохого не сделаете? Он, может, странный немного, но добрый. Нет же, это наш приятель. Но у нас с ним вышла размолвка, и мы хотели бы с ним поговорить. Я ему ботинки оставляю у одного дома в порту. У такого, с красной дверью. Но не знаю, там он живет или нет. Проверим. Может, найдем что-нибудь. Так, может, прежде чем вы пойдете, я позабочусь о ваших ножках? При всем уважении, обувка у вас могла быть и почище. Спасибо. В другой раз. Пацан какой жадный до денег. Вырастет толстым бизнесменом, жадным. Ты неплохо справился с этим малым. С детьми главное найти правильный подход. Ну-ну. Скорее уж подобрать правильную взятку. Красная дверь. Это о ней говорил чистильщик. Даже не шелохнулась. Придется выломать. Умоляю, прояви немного такта. С тем же успехом ты мог бы стоять на улице, лупить в бубен и кричать: «Детлов, я иду за тобой». И что ты предлагаешь? Дай мне минуту. Ловко. Ты не думал стать взломщиком? С такими-то способностями. Я подумывал об этом, но решил, что это очень уж скучно. Пойдем. Он, Детлов, делает игрушки или играет в них? Он здесь? Ты чувствуешь его? Нет, его нет. Но он точно здесь был, запах все еще силен. Давай осмотримся. Так, логово бестии. Это магазин игрушек. Уведомление
увеселений, окей. Старая игрушка никому уже не пригодится. Жаль, кто-то и раньше радовался. Стоп, а что это у меня? А, я же это проиграл бой. Эту игрушку недавно чинили. Нет следов на пыли. Эту игрушку положили здесь недавно. Забавная безделушка. Иногда я думаю, что окончу жизнь как такая вот игрушка. Так, ничего тут пока больше интересного нет. Пошли на второй этаж. Пойдем Магазин. сюда. Значит, это его гнездышко. Нужно осмотреться. Детлов Вандер Эретайн, ты не знаешь нас, но мы знаем тебя. Мы знаем, что ты вампир. Нам известно о твоей слабости к женщине по имени Ренавет. Мы заточим ее в подземелье, кишащим крысами. Мы сдерем с нее кожу. Или ты можешь ее спасти. Для этого отправляйся в Баклер и определенным образом убей 5 человек. На каждое убийство у тебя есть 3 дня. Если не успеешь, вместо следующего письма получишь палец своей возлюбленной. Вон оно что. Это лучшее доказательство того, что Детлов убивает не по собственной воле. Кто-то его шантажирует. Есть мысли, кто это может быть? У Детлофа есть враги? У Детлофа бывают враги, но они долго не живут. Может, кто-то сумел сбежать? Возможно, но я ни о ком таком не знаю. И если такой существует, он чрезвычайно опасен. Впрочем, сам знаешь, ты же сражался с Детлофом. Думаю, это кто-то новый. Кто такая Ренавет? Его давняя любовь. Единственная людская женщина, с которой он был близок. Она приняла его, и благодаря ей он нашел свое место в этом неприветливом для нас мире. Это она начала дело, которое я стараюсь продолжать. Ты встречался с ней? К сожалению, не имел чести. Она ушла от него до того, как Детлов меня спас. Хотя он всегда утверждал, что она пропала. Почему он так думал? Она оставила какие-то следы? Никаких следов не было. Вместе с ней исчезли все ее вещи, что опровергает тезис о том, что она была похищена. По моему скромному разумению, в один прекрасный день Детлов взбесился. Она увидела иное его обличие, которое ее потрясло, и тогда она ушла. Детлов не может примириться с тем, что она его бросила? Думаешь, это невозможно? Разве ты не знаешь людей, которые не сумели с этим справиться? А Детлов гораздо эмоциональнее людей. Она была для него не просто любовью, любовницей. Она стала членом его стаи. А стаю по собственной воле не покидают. Если она была для него так важна, почему он не искал ее? У вас, вампиров, есть свои способы. Думаю, для него это сущий пустяк. Геральт, как ты верно заметил, мы вампиры, а не чудотворцы. Он искал ее, ясное дело, много месяцев искал, но в конце концов сдался. А вот Ренавет, скорее всего, узнала его достаточно хорошо, чтобы замести следы. Даже если тогда Ренавет от него ушла, то в этот раз ее и правда кто-то похитил. Трудно с этим не согласиться. Еще труднее предвидеть, на что он пойдет, чтобы ее вернуть. Убивать он определенно готов. Ради Йеннифер ты бы сделал то же самое. Он убивает, потому что она для него важна, а эта кровь, эти люди не имеют для него значения.
Кажется, понимаю. Он спасает девушку из своей стаи. Именно. Ладно, мы знаем, что его шантажируют, но по-прежнему не представляем, кто. Надо тут еще немного осмотреться. Так, шантажируют. Инструментами недавно пользовались. В перерывах между убийствами Детлов чинит игрушки? Оставь свое злословие при себе, Геральт. Красивая мелодия. И правда. Не знаю почему, но она напоминает мне о доме. О том настоящем. До сопряжения сфер. Эту игрушку недавно чинили. Нет, этих кукол не по себе. Нет следов на пыли. Эту игрушку положили здесь недавно. Ха. Смотри, карточки с фамилиями. Граф Криспи, граф Дюлак, Мильтон де Пейрак-Пейран, граф де Лакруа. Это жертвы Детлофа. Только это не его почерк. Это присылает тот, кто написал письмо. Все они написаны одними чернилами. Видишь цвет? Здесь краситель киноварь. Редкий минерал. Встречается только... в Назаире. Но это немногое нам дает. Привести чернила мог кто угодно. Верно, но, возможно, стоит это запомнить. Смотри, тут пятно. От вина. Ничего необычного. Особенно в Баклере. Может быть. Но, пожалуй, это тоже стоит запомнить. Очень мне интересно, что это за шантажист. Ты о чем? Дружище, некто похитил возлюбленную вампира, вынудил его убивать, хотя, как ты сам утверждаешь, он не убийца. Этот шантажист – настоящий мастер. Никто попало. Ты прав. И теперь я начинаю думать, а что если... Что если это один из вас? Вампир? Именно. Как все запутанно. Это просто гипотеза. Не стоит к ней привязываться, пока не узнаем больше. Верно. Подведем итог, что у нас есть. Кто-то шантажирует Детлофа и присылает ему листки с именами очередных жертв. Имена написаны одними и теми же назаирскими чернилами. Не его рукой. Немного. Достаточно, чтобы признать Детлофа невиновным. Правда, неправда. Как это он невиновен? Я бы так не сказал. И сомневаюсь, что княгиня с этим согласится. Я уверен, ты сможешь ее убедить. И потом... Что потом? Ну не стесняйся, не стесняйся. Я же вижу, что ты готов меня втянуть в какую-то историю. Может, это довольно смелый план, но... Если бы мы нашли Реновет, мы бы лишили шантажистов их козырной карты. Вся эта идея... Может, стоит попробовать, но... Что с Детлофом? Я буду искать его девушку, а он убьет очередную жертву? Не убьет. Я сумею его удержать. Я объясню, что ты друг и помогаешь нам. Я подожду здесь. Должен же он появиться. И он послушает? Да. Может, мне подождать с тобой? Нет. Он учует тебя за милю и просто не станет сюда заходить. Поверь мне, лучше я останусь тут один. Ладно, а я тем временем поговорю с княгиней. В таком случае мы будем ждать тебя здесь. Оба. Эмиль Ридис. Логово бестии. Так, задание логово бестии выполнено. Отлично. Так, ну чё ж, Скука. ребятки. На сегодня все. Это было прохождение Ведьмак 3 Дикая охота, дополнение Кровь и вино. На сегодня мы завершили кучу побочных заданий, нашли кучу сокровищ. И прошли основное задание логово бестии.
Остальное в следующий раз. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Также следите за обновлениями канала в социальных сетях. Ссылки есть в описании. Также в описании есть ссылочка на донат. Кто хочет, может поддержать канал, милости просим. Ну и до будущих стримов, друзья. Всем пока.